Всем привет, друзья! Сегодня очень интересное видео. Это будет мастер-класс, первый мастер-класс на моем канале. Поддержите меня, я надеюсь, что вам будет интересно. И это будет мастер-класс по сладкой вате. Йо-хо! Ярко, сочно. Я записала для вас маленький, но очень яркий мастер-класс. И мы с вами приступаем к просмотру. Чтобы сделать вот такую яркую сладкую вату, нам нужно совсем немного времени. Получается яркое, сочное и очень красивое изделие. Можно сделать в большом размере, можно сделать маленькая. Сладкая вата подойдет для большой игрушки, для маленькой игрушки. Вот эта желтенькая для моего маленького слоника. Поэтому размеры могут быть разные. Итак, для того, чтобы сделать сладкую вату, нам понадобится шерсть для валяния. Желательно взять уже окрашенную. У меня, к сожалению, окрашенной нет, и я покажу вам, как можно покрасить самостоятельно. Губочку для посуды, и губочку для посуды мы будем валять на ней, и иглы для валяния. Прошу вас не перепутать с обратными иглами. Обычные иглы для валяния вам понадобятся. Вот такой вот комплектик я собрала. Далее нам нужны будут пастель, именно софт возьмите, либо ультрамягкие. Они нам нужны будут для окрашивания нашей шерсти, для валяния. Цвета берите под цвет вашей сладкой ваты. Вот какую хотите, розовую, желтенькую, такую берите. Нужна будет деревянная шпажка для того, чтобы создать ручку, которая будет держаться наша сладкая вата. Также понадобятся акриловые краски. Цвета берите те, которые необходимо будет окрасить ручку для сладкой ваты. У меня это цвет лавандовый. Стек нам нужен будет для того, чтобы натереть софт пастель. Можете использовать обычный кухонный нож, но у меня есть стек, и я буду работать им. Вот таким образом я натираю и покажу вам это в процессе. Ну и кисточки нужно будет, чтобы окрасить наши палочки. Не забываем про зип-пакетик. Он нужен для того, чтобы окрасить нашу шерсть для валяния. Немножечко акрилового лака, можно матовый, можно глянцевый. Лаком нужно будет зафиксировать покрашенную шпажку, на которой держится сладкая вата. Если вы хотите сделать именно яркие блестки на вате, вам понадобится клей-скотч, ну и, собственно говоря, самые блестки. У меня они разные фракции, разных цветов. Я подобрала нужного мне цвета. Это розовый, белый, цвет фуксия, разноцветные блесточки для того, чтобы вата была как можно привлекательнее и сочнее. Итак, шаг второй. Покраска палочки. Возьмем нашу деревянную шпажку и покрасим ее в несколько слоев. В моем случае это лавандовый цвет. Кисточкой, аккуратно, не торопясь, мы прокрашиваем с вами поверхность палочки. Идем потихонечку от основания, прокрашиваем основание полностью и сушим ее. Я использую для этого специально вот такой блочок, очень удобно и прокрасить, и просушить, и также удобно будет потом покрыть лаком для того, чтобы зафиксировать. Напомню еще раз, лак нам нужен, чтобы зафиксировать нашу краску на шпажке. Шаг третий. Измельчим пастель. Напомню еще раз, что пастель нам нужна для того, чтобы окрасить шерсть для валяния. Если у вас уже есть крашеная шерсть, этот шаг мы пропускаем. Ну и сейчас я лакирую палочку, она у меня уже просохла, краска уже не прилипает, и просушиваем. Шаг 5. Покраска ваты. Я нарываю нужное количество мне шерсти для валяния, помещаю это все в зиповский пакетик, туда же я насыпаю часть измельченной софт-пастели, ну так слоями, знаете, немножечко прокладываю, чтобы было мне удобно все это перемешивать. И интенсивно, долго, хорошенечко втираю внутри пакетика софт-пастель в мою шерсть. Пока равномерно все не прокрасится, проминаем и хорошенечко втираем пастель в шерсть. Шаг 6. Мы с вами будем формировать из нашей окрашенной шерсти шарик из ваты. Берем небольшое количество шерсти. Я вот так руками сформирую небольшой такой шарик.
И буду на губочке. Для чего нужна губка? Ну, во-первых, для того, чтобы не пораниться, на ней удобнее валять. Я, если честно, не совсем опытный валяльщик, я делаю это вот первый раз, именно на вате училась, и я думаю, что у вас тоже все получится. Итак, берем небольшой шарик шерсти и аккуратненько, постепенно наслаивая и шаг за шагом приваливаем именно шерсть к нашему маленькому шарику. Следите, как это делаю я, не торопясь, берегите свои руки, приваливаем аккуратно, крутя, вертя, скажем так, шарик в руках, я сформировала вот такой вот шарик ваты и делаю сейчас отверстие для того, чтобы присоединить этот шарик к палочке. Итак, я беру палочку, также я возьму обычный клей типа Момента Кристалл, добавляю небольшое количество в отверстие для крепления и круговыми движениями вот так вот прокручу немножко палочку, пусть шерсть немного накрутится на палочку, так зафиксируется и будет впоследствии крепко держаться. Вот так вот потихонечку формируем. Ну и все готово. Следующий этап: мы украсим нашу вату блесками, чтобы она была яркая, сочная, вкусная. Для этого кисточкой я наношу, не плотно покрываю, а вот так вот тампирующими движениями нанесу клей-скотч на шарик. И далее так посыпаю немножечко разными блестками. В общем, здесь все зависит от вашей фантазии. Крупные блески, мелкие блески, разноцветные, розовые. Все будет зависеть от того, какой дизайн вы хотите сделать. Покрываю полностью весь периметр своей сладкой ваты и рукой немножечко прижимаю, чтобы те блески, которые не плотно прилегли, все-таки поместили на мой шарик. И впоследствии, когда клей подсохнет, его будет не видно, и наша сладкая вата обретет законченный вид. Вот так вот у меня получилось очень ярко и красиво. Шаг 10. Восхищение моим творением. Вот как выглядит вблизи уже готовая сладкая вата, окрашенная палочка, аккуратный ровненький шарик и, конечно же, блески. Не правда ли, блески придают особенный шарм сладкой вате? Все-таки это у нас кукольное изделие и красит любую вашу композицию. Я очень надеюсь, что восхищения будет много, комментариев будет много и, конечно же, сладкой ваты в вашей жизни будет еще больше. Буду рада лайкам, комментариям, подпискам. Ну и пишите, как вам такой маленький уютный мастер-класс по созданию вот этого чуда. Не правда ли? Чудо чудесное!